Дорогие друзья, приветствую вас. Давайте обсудим, что было на рынке и что нас ждет в последний день недели, в пятницу. Так, ну вот у нас китайский индекс. Сегодня он гэпанул и достаточно хорошо вырос. Но здесь, с другой стороны, формация такая образовалась, падающая звезда. Поэтому завтра надо будет с утра посмотреть, как она разрешилась. Такие модели часто заканчиваются движением вниз. Китай гэпанул, так вырос на фоне того, что достигнуты некие договоренности об отсрочке переговоров с Соединенными Штатами. И плюс, вроде как в Гонконге ситуация стабилизируется за счет того, что решили отменить закон об экстрадиции китайцев из Гонконга на материковый Китай. Завтра с утра посмотрим, что будет с китайским индексом. И исходя из этого, может по-разному строиться день. Так, это у нас получается китайский индекс. Дальше S&P. Американцы вышли из проторговки, но сегодня они росли не очень энергично. Потому что здесь есть цель 3021, которую они должны достигнуть. Сейчас, получается, индекс находится в не очень устойчивом состоянии. Он должен либо сюда добраться, либо вернуться в эту проторгованную область. Поэтому смотрим, что с ним происходит. Исходя из этого принимаем решение. Так, дальше индекс доллара. Индекс доллара, он вроде как начал откатываться, но в то же время сегодня он закрылся волчком. В любом случае, пока евро не восстановилось до конца, индекс доллара, он не настолько информативен и не настолько эффективен для анализа нашего рынка и понимания тенденций. Поэтому пока из него сейчас не очень много информации можно извлечь. Так, дальше нефть. С нефтью здесь был сегодня наказ шортистов, причем капитальный. Видите, вышли из проторгованного диапазона, но не дошли до 63 и 64,3. Здесь получается у нас с одной стороны пробой сильного уровня и выход краткосрочный за его диапазон. С другой стороны все-таки назад вернулись. И при этом объемы были не слишком большие. То есть они даже были меньше, чем накануне, когда был взрывной рост. К чему эта ситуация может привести? Давайте поставим часовой график, посмотрим. Так, что у нас здесь получается? У нас получается возникла консолидация здесь. То есть сейчас произошел этот взрыв, вынос шортистов и возврат в консолидацию проторгованную. Соответственно, если консолидация преодолевается, то есть уходит на этот уровень 60 и 25, его проходит при повышенном объеме, то скорее всего здесь будет возврат в диапазон, из которого он вышел. А это диапазон 58,5, 65. То есть возврат в этот диапазон и соответственно движение скорее всего к нижнему краю. Но это в том случае, если действительно это была разовая акция наказа шортистов, когда цену задрали и соответственно ее будут спускать сюда вниз. Но здесь может быть и другая ситуация. Дело в том, что все-таки нефть, она сейчас должна корректироваться. Я говорил о целях, это 57,5, 55, 53,5 и 50. Поэтому этот задерг, он может быть предварительный перед тем, как капитально отправиться вниз. Но в этом случае, для того, чтобы эта идея была реализована в полном объеме, здесь необходимо, чтобы отработали хотя бы эту цель 64,4. Видите, здесь объемчик проходит, консолидация. То есть 64,4-65,4 в идеале. Но хотя бы сюда. Тогда шортисты будут в полной мере выгружены все. И соответственно можно будет спокойно падать на 57-55. Соответственно, если завтра мы не проходим этот участок, начинаем корректироваться, то скорее всего какое-то время останется в этом диапазоне. Либо 60, 61,5, либо возврат в диапазон 58,5, 65. Посмотрим, как завтра будет развиваться события. Здесь еще неделя была достаточно рваной, то есть не было единого тренда на рост нефти. Потому что если бы всю неделю росли, можно было бы смело ловить на том, что в пятницу будем падать. А тут ситуация она такая немножко нетривиальная. Поэтому надо с утра смотреть, какое будет развитие событий, исходя из этого действия. Так, индекс Мосбиржи. Смотрите, Мосбиржи чуть-чуть не дотянули до 2820. Чуть-чуть. То есть мы должны отработать эту консолидацию, снизу ее кольнуть. И после этого открывается возможность для преодоления этого максимума. Максимум, если пробивается на повышенных объемах, идем вверх. Или же, соответственно, эту консолидацию колем и начинаем корректироваться, уходить вниз. Но здесь у нас цели будут это 57
2729, вот, и следующая цель 2663. Но тут у нас всецело завязка идет на внешнем фоне, что с индексами Америки, Китая и что с ценами на нефть. Если все благоприятно, то будем расти. Если что-то начинает падать, то скорее всего пойдем вниз. Если падает нефть либо S&P, то с наибольшей степенью вероятности идем вот сюда, вот корректируется на указанные цели. Так, это у нас ММВБ. Дальше РТС. Ну вот по РТС мы дошли до определенного уровня 134 400. Здесь, ну, вот эту вот цель мы достигли. И сейчас открывается возможность для того, чтобы скорректироваться на 132 500 и потом 130 тысяч. Если нефть продолжит рост, будет задер на 135 200 и потом 137. Если нефть рост не продолжает, то по РТСу двинемся вниз. Закрывать те цели, которые вот оставили здесь. Так, это индекс РТС. Дальше сишка, доллар-рубль. Так, ну вот в связи с ростом цен на нефть у нас сегодня доллар хорошо припал. Если завтра мы по нефти идем вниз, то соответственно у нас цель по доллар-рубль первая 66 550 будет. Вот сюда вот пойдем. Потом 66 900 и на 67. Если же нефть у нас растет завтра, то соответственно мы вот сюда возвращаемся 66 100 и потом бодро летим на 66 850 и возможно 66 650. Вот здесь надо смотреть, какая у нас будет ситуация с внешним фоном и с нефтью. Но у нас как бы сейчас доллар-рубль он очень хорошо ходит в зависимости от цен на нефть и ситуации на мировых площадках. Но если нету там новостей о санкциях и так далее. Вот, но вроде в пятницу вероятность выхода таких новостей небольшая, поэтому если нефть растет, то будем соответственно к рублю укрепляться. Следующий у нас Сбер. Вот Сбербанк он отработал 229,5 цель, закрыл вот этот гэп, который возникал. Сбербанк очень хорошо коррелирует с S&P и нефтью. Это прокси на наш рынок по сути. Поэтому если у нас сохраняется позитивный внешний фон, нефть растет, то по Сбербанку мы завтра уходим на 237 и возможно на 242 его затянем. Вот. Но в том случае, если нефть будет топтаться, то мы вот в районе вот этого уровня 229,5 проторгуемся. Если же нефть начнет корректироваться и ухудшаться внешний фон, то соответственно возврат вот в этот диапазон 227-223 и возможно 227-220. Но здесь как бы Сбербанк он очень хорошо коррелирует с S&P и с нефтью. И поэтому как бы можно смотреть на S&P и нефть и исходя из этого принимать решения, которые с очень большой степенью вероятности будут реализовываться в Сбербанке. Так, теперь у нас новая звезда ВТБ. Вот это дневной график по ВТБ. Сегодня он корректировался. Но рынок любит повторение закономерностей, которые были. Вот смотрите, вот у нас уже в мае мы такую картину наблюдали. Мощнейшая свеча на рост и потом такая же свеча, ну поменьше размером, на откат. Вот сейчас приблизительно картинка, она вот один в один. Точнее не приблизительно, а практически один в один. Тогда это привело к откату небольшому, консолидации. И потом заново бумага пошла в рост. Ну, соответственно, здесь вероятность такого сценария, она тоже достаточно велика, что сейчас она откатится немножко, где-то 50% вот от этого роста. И после этого он начнет расти, пойдет на 45, 52. Но если пороха хватит, то могут вытянуть, и сколько там, по-моему, 68 или 67 было, но я в предыдущих обзорах давал уровни по ВТБ. Вот, соответственно, я думаю, вот эту вот картинку мы будем повторять. Единственное, здесь отличие вот этой картинки и вот этой заключается в том, что здесь вот четко читается на дневных графиках набор позиций, так называемых, 3 белых солдата. Вот, а здесь такого нет, потому что они находятся на более коротких таймфреймах, по-моему, то ли на часовых, то ли на 15 минутках. То есть здесь был такой же набор позиций крупным игроком. После этого произошел мощнейший выстрел. Вот, соответственно, вот по образу и подобию, скорее всего, здесь будет. Вот мы здесь консолидацию вот эту закрыли, вот этой свечкой. Вот, и, соответственно, здесь откатываемся, и потом, если все нормально, рынки не валятся, нефть не валится, то продолжаем рост на вот 45 и 47, и потом может быть 52. Чем быстрее деньги будут выходить из Сургута, тем быстрее будет ВТБ расти. Так, это то, что касается ВТБ. Так, Роснефть. Давайте здесь дневной график поставим. Вот смотрите, вот четко с нефтью коррелирует. Сегодня сходила на 418-420.
Соответственно, завтра, если нефть продолжает рост, то можем на 423 и даже запрыгнуть на 428. Если завтра нефть корректируется, не все хорошо с СИПЛом американским и с китайским индексом, то увидим откат вот сюда вот на 406. 405-407 в этот район. Ну, тут как бы бумага, она очень хорошо, как и Сбербанк, коррелирует с американским рынком и с нефтью. Нет таких нюансов, как у Газпрома. Ну, они есть, но они в значительно меньшей степени. Так, еще был вопрос по магниту. Так, ну вот смотрите, вот здесь опять вот набор позиций и образование такой вот чаши. Не чаша, как это, выпуклое дно называется. Причем как бы на минимальных значениях это все происходит, на низах. То есть сейчас вот набор позиций, по сути дела, идет. Вот здесь вот вытряхивание. И по магниту я так вижу, если его сейчас начнут разгонять, первая цель будет 3770. Так, ну а вторая цель это 4783. Но если совсем его уж запустят, то тогда, наверное, увидим и 6700, 6800 вот сюда вот. Но с другой стороны, как бы его могут в легкую запустить вот до конца этой консолидации. Но чтобы сюда вот выпустить, не знаю, с другой стороны Сургут он как запустили. Так что я думаю, если сейчас не начнется массового падежа и обрушения нефти, то в принципе могут и вот сюда на 6700 его затолкать. Вот. Но здесь надо быть аккуратным, потому что вот эти вот такие процессы шальные, они завязаны на внешний рынок. Если внешние рынки не падают, а находятся в нервном состоянии консолидации или какого-то импульсного роста, то мы точно так же будем дергаться по отдельным бумагам. Вот. Но если начинается падеж, то все, надо в шорты вставать. Так, это магнит. Давайте рассмотрим, что у нас с Газпромом. Так, ну у нас получается здесь он наконец-то начал пробивать вот этот диапазон, где он торговался, который 226,5-235,5. Но до конца он не выскочил, хвостик показал, отработал вот эту консолидацию. И поэтому завтра, скорее всего, будет для него решающий день. То ли вот он здесь начинает болтаться, торговаться, то ли уходит вниз, то ли вот он переходит в этот диапазон, на другой энергетический уровень. И если вот он сюда переходит, то он очень быстро достигает 245,5-250. Вот поэтому завтра за ним пристально наблюдаем. Если вот он все-таки прорывает на повышенных объемах этот уровень, то соответственно он подлетит вот сюда вот. Вот если же он уходит под этот уровень, то скорее всего он в этом диапазоне так и останется торговаться. Вот в целом основное движение на текущий момент времени, по-видимому, в Газпроме отработано. И поэтому задерг, если будет, наверное, вот сюда он будет куда-то. Вот. Но если появятся какие-то сигналы на то, что у него будет взрывной рост, то, соответственно, мы с вами постараемся это разгадать и использовать в своих целях. Но пока как бы таких особых сигналов о том, что он будет безудержно расти, как Сургутнефтегаз или ВТБ, я не усматриваю. Кроме того, сама бумага по себе, она очень тяжелая, и ее, скажем так, разогнать, для этого требуется больше все-таки усилий, чем для Сургута или ВТБ. Поэтому, я думаю, наиболее вероятный задерг сюда, либо вот возврат в этот диапазончик. Вот. Ну, если там что-то будет намечаться, я тогда обязательно вам скажу. Возможно, даже в течение дня, если такая возможность будет. Спасибо за внимание. До свидания.